Всем приветики! Сегодня у нас с вами влог. Мы распечатаем новый аромат и пойдем в этом аромате по делам. У нас сегодня опять жара, хотя обещали, что будет облачно хотя бы, да, плюс 30, но облачно. Но нет, все равно вылезло солнце. Странно, да, что человек недоволен солнцем, но, друзья мои, очень жарко, очень. Просто хотя бы денечек. Вот такую я футболку себе погладила. Собираюсь ее с твидовыми шортами надеть. Я тут 4-й год, и это 4-е лето. И я поняла одну простую вещь, что вот, ну как бы я ни старалась одеться, чтобы мне было не жарко больше, чем плюс 30, это не работает. Даже если я выйду на улицу голая, мне будет жарко. Просто неизбежно. И поэтому в этом году я решила все-таки одеваться так, как мне нравится. Да, если что-то надеть совсем какой-то легкий такой топ, кажется, что будет прохладней. Не будет. Вот я поняла, что не будет. Вот если я надеваю вот эту футболку или легкий топ, большой разницы я не чувствую. Так, прикол. Я же хотела, у меня же был план, что я сейчас надену футболку и продолжу вам снимать и распаковывать. Но тут до меня дошло, друзья мои, я не могу надеть футболку, если я не сниму бигуди. Блин, я как всегда. Ладно, сейчас мы тогда с вами распакуем аромат, снимем бигуди. Аромат от Gritty, который называется Because I'm Free. Правильно я сказала? Да, Because I'm Free. Вот, наконец-то. Говорят, что этот аромат очень похож на L'Entre de Rouge. Я это знала. То есть это, когда я заказывала, кстати, вслепую, никогда так не делайте. Я это знала, я читала отзывы, мне писали подписчицы мои. Мне нравится L'Entre de Rouge, но вообще изначально идея была купить аромат с туберозой и бананом. L'Entre de Rouge никогда не вызывал у меня ассоциаций банана, да, никогда я там ничего такого не чувствовала. Ну, давайте посмотрим. Смотрите, какой красивый флакон. Красивый же? Ой, флакон, говорю, упаковка. Тут, кстати, 100 миллилитров. И я подумываю, что, наверное, я поделюсь этим ароматом. Ну, у меня давно есть идея поделиться ароматами своими. Но сотками точно надо. Ну, куда их мне? Так, красиво. Очень, мне кажется, так серьезно выглядит. О, я думала, что он розовый, а он прям красный. Тогда ему, правда, он может быть похож на руж. Ну, давайте брызнем. Интересно, конечно, как он откроется в плюс 30. Очень интересно. Прикольный пшик. Ну, вот с первых нот, правда, напоминает. И правда, вот есть что-то, что можно назвать бананом. Ну, кстати, это что-то и в руж есть. Я просто никогда не думала, что вот этот аспект. Ой, ну мне нравится. Нет, вы знаете, он не такой густой, как руж, насколько я помню. Руж – это прям такая, знаете, такой наваристый борщ, такой прям ложка там в нем стоит. А это тут все-таки больше фруктов. И есть какая-то нота такая выпирающая. Не знаю, что это такое, но в руж такой ноты нет. Да, тубероза похожая. Тубероза такая она какая-то кремовая, сливочная. Я не знаю, если тут бобы тонка или что-то вот типа этого ингредиента в базе. Но вот аромат такой округлый, такой кремово-сливочный. Но, вот знаете, как я скажу, если у вас есть L'Entre de Rouge, то вряд ли вам нужен второй. Потому что вы будете открывать свой парфюмерный шкаф и думать, какой из двух? Они похожи. Ну, какой из двух? Они точно в одном направлении. Похожая тубероза. То есть, если у вас он есть, я вам не рекомендую. Но если у вас нет L'Entre de Rouge, и он вам казался слишком густым, то попробуйте этот аромат, ну, если вам это зачем-то надо.
Мне нравится, мне нравится. Для меня L'Interdit Rouge очень, он прям какой-то наваристый такой. А этот полегче. Надо сейчас погулять в нем. Я вам расскажу свои впечатления, когда пройдусь в плюс 30. Но пока мне нравится. Но пока я дома с кондиционером. Аромат еще не открылся. То есть мы с вами по ходу будем еще узнавать, как он себя ведет. Обязательно вам буду рассказывать. Так, что это? Я думала, ты прям так... Ладно, короче. Надо спрятать, чтобы коты не разбили. Сюда пока поставлю. Потом беру. Так, друзья мои, ну что, давайте снимать бигуди. Почти целый день здесь работает кондиционер на режиме сухой воздух. Ну, то есть он еще от влажности меня спасает. И у меня волосы, вы видите, они не пушатся. Пока я не выйду на улицу, конечно же. Но и на том, как говорится, спасибо. Вот. Ну, красиво открывается аромат. Он такой дымкой летящий. Мне очень нравится. Ну, я соглашусь со всеми, кто говорил, что это похоже на L'Interdit Rouge. Наверное, если L'Interdit Rouge по цене бюджетней, то, наверное, лучше даже брать его. Я не знаю, как сейчас с ценами на L'Interdit, потому что иногда реально ниша стала дешевле, чем люкс. Так, и последний. Вообще мне очень нравится, когда вот так вот на пробор посередине волосы лежат, но не знаю, будут ли они сейчас так лежать. Вы смотрите, видите, ничего не пушится. Жить, конечно, всегда под кондиционером – это не выход. Друзья мои, кстати, вот я понимаю, что вот этот аромат, если вы его знаете, то вы, наверное, удивляетесь, что я решила плюс 30 идти его тестировать. Но я вас сейчас еще больше удивлю. Вчера я почувствовала, вчера было вообще плюс 33 или даже выше, и я почувствовала шлейф Angel Shea от Kilian на улице. И я очень удивилась. Очень. Потому что он красиво звучал. В нем на первый план вышло такое кислое яблоко. Да, там есть корица, яблоко уже запеченное, ну как будто бы оно остыло, как будто бы его вытащили из холодильника. Оно какое-то вот более кислое, более холодное. Да, на фоне там чувствуется вот эта вот дубовая бочка, пропитанная коньяком, чувствуется немножко, но он не душит, он не звучит как-то, знаете, не к месту. Он прям реально очень красиво шлейфит и даже можно сказать, что он в каком-то смысле бодрит, освежает. Он не становится... Вот для меня это вообще аромат Нового года. Он для меня ассоциируется с уютом, с теплом, с какими-то зимними вечерами. И я была очень удивлена, когда я его почувствовала. Мне понравилось. И я пришла домой. Подумала, ну, может быть, мне показалось. Может быть, это что-то другое. Нет, я нанесла на себя этот аромат. И специально пошла еще в нем прогуляться. Он, правда, очень классно, красиво, можно сказать, вкусно звучит даже в эту погоду. И немножко, я говорю, другая грань выходит на первый план. Зимой я больше чувствую какую-то его пряность, вот эту вот дубовую бочку с коньяком. Он более густой, более громкий. В этой погоде он становится как-то тоньше, изысканней, элегантней. Как-то он звучит реально по-другому. Да, более нежным становится. Вот такое вот неожиданное открытие. А еще я вчера проходила мимо корнера Tom Ford и попробовала туберозу Ню. Пробовала ее, помню, в холод. Мне вообще не понравилось. Мне даже не захотелось все на себя нанести. Я читала отзывы, что там кто-то вот чувствует пластик, что-то искусственное, неприятное. Но сейчас, вот в этой опять погоде, еще в очень влажном климате, она кремовая,
Она такая вот нежная, она чем-то напоминает крем для загара, каким-то таким аспектом. Вот то, что называют пластиком, сейчас это очень-очень смягчается и просто звучит каким-то оттенком косметического средства. Мне вот больше крем от загара напоминает. Может, еще какое-то средство кому-то напомнить. Абсолютно по-другому. Она нежная, она тихая, от нее есть шлейф. Где-то вот я первые часа 2 чувствовала. Причем я чуть-чуть нанесла на руку и ощущала этот приятный кремовый туберозный шлейф от себя. Очень красивый. Но потом он довольно-таки для этого аромата он быстро слетел. Да, я когда сюда вот утыкалась вместо нанесения, я ощущала его. Но вот этот шлейф, да, его сумасшедший, мне кажется, который был бы в холоде, он очень быстро ушел. Очень быстро аромат сел близко к коже. Жара очень сильно меняет ароматы, очень сильно. Все слетает, вообще ничего не задерживается. И какие-то только вот такие монстры могут продержаться хотя бы часа 4-3. Очень-очень такие страшные монстры стойкости и шлейфа могут продержаться даже 5 и 6 часов. Немножко погуляем. Я купила себе потрясающую обувь на лето, на жару. Я сейчас вам покажу. Я просто влюбилась. Я 2 дня искала босоножки и в итоге купила кроссовки. Ну, они, понимаете, я искала босоножки, потому что жалко говорю, жарко в кедах, кроссовках. Но здесь вот эта вот сеточка. И вот здесь вот тоже очень тонкая кожа. То есть, ну, это будет практически как босоножки. И они ко всему подходят. Благодаря своему цвету, модели, просто они идеально под весь гардероб, потому что, в принципе, все, что у меня есть в гардеробе, все можно носить с кроссовками. И, как говорят, что это очень актуальная модель. Короче, они очень классные. Вот этот бренд, я его не знаю, мне кажется, что это именно испанский такой маленький бренд. Я обыскала вообще везде, на всей коробке, что было написано, где произведено. И нашла только вот эту надпись. Но тут написано, видите, адрес Севилья, Испания. Ну, я так понимаю, что да, это испанский бренд. Футболку мы с вами погладили, надели. Шорты твидовые, мои любимые. И последний, так сказать, штрих. Пойду удивлять моих соседей. Соседи, кстати, тут называют обычно вообще всех жителей города. Я раньше удивлялась, думаю, почему они все время говорят, когда говорят о городе, да, о том взаимоотношениях каких-то между людьми в городе, они говорят соседи, ну, в переводе на русский. Оказывается, это точно так же, как, ну, типа, согорожане, вот так вот можно сказать. Так, давайте. Я вот так вот потом еще чуть-чуть делаю, чтобы ее, ну, не размазать, как бы создать такой более дневной вариант, когда четко, графично губы накрашены, ощущение, что ты очень долго готовилась, собиралась, что это больше какой-то вечерний макияж, а вот так она выглядит как-то более, так скажем, естественно, насколько это может быть с красной помадой. Это Rouge Dior, номер 999, вельвет. Это важно, вельвет, потому что у них разные есть текстуры, соответственно, по-разному смотрятся оттенки в зависимости от текстуры. Это вельвет. Самый классный, мне кажется, из всех. Не хочу надевать никакие украшения, кроме вот таких вот, ну, фокусируйся, вот таких вот сережек. Только их надену. И все, и мы должны уже бежать, потому что сейчас все закроется в 2 часа и откроется только в 5. Но не все откроются. Да, правда. Некоторые заведения тут могут работать только до 2 часов. Ну, не в смысле могут, в смысле работают до 2 часов. Это их сознательный выбор. Летом, кстати, многие сокращают рабочие часы. И знаете, я вот сейчас понимаю, живя столько времени здесь, я понимаю, что даже где-то не с 2, а даже где-то с 12 до 5 это невыносимое пекло. Это нагревается полностью вся квартира, весь дом, любое учреждение.
И даже кондиционер, он не спасает до конца ощущение, что прям вот кожа горит. С одной стороны, да, кондиционер охлаждает, но вот это вот чувство какое-то неприятное все равно остается. Ну, когда вот у тебя полностью нагрета стена, это все равно, ты как будто бы, знаете, это борьба добра со злом, и ты посередине. И вот с одной стороны на тебя эта волна горячая, с другой холодная. Это не очень полезно для сосудов, вообще для жизни. Вообще. Это жара, это для меня это сравнимо, как вот я жила в городе Сургут, и там зимой было до минус 50, даже иногда просто градусник уже не показывал, было еще меньше. И для меня это такая же невыносимая погода, температура, невыносимый климат. Я не могу даже вот, допустим, иду откуда-то, да, домой. Я захожу в магазины, чтобы охладиться, там кондиционер. Я не могу просто весь путь, не останавливаясь, проделать, потому что это невыносимо. Точно так же, я помню, жила в Сургуте, я заходила в магазин или куда-то еще там, чтобы погреться, чтобы дойти до дома. Ой, ладно, все, друзья, побежали. Так, они супер удобные, они легкие, в них просто ходишь как в тапочках. Я уже сюда положила свою стельку. Не могу найти такие стельки еще, я, мне кажется, их в Питере покупала. Они из хлопка, они очень комфортные, просто для жары это незаменимая стелька. Буду искать еще такую. Да, я добрала себе кроссовки под цвет пола, это правда. Так, друзья мои, бежим с вами отдавать посылку одну. Ульяшке отправляю от Леванты. Господи, надеюсь, вы меня слышите. Тут ветер еще. Спасибо, Господи, что ветер есть. И надо получить посылку с Амазона. Я заказала себе очки. Я их мерила в Elcott Inglés, но не сложилось с ними по некоторым причинам, да. И я себе заказала. Но немножечко другую модель. Я выбирала их по, скажите мне, по размерам, ну, то есть там по меркам. Ну, вы поняли, да? И я надеюсь, что я угадала. Посмотрим. И я надеюсь, что вы меня слышите. Так, ура! Открыто! Я успела! Я успела! Ура! Забрала. Знаете, что странно? Там очки. Нам надо бежать. Мы с вами бежим покупать корм котам. Так, ну я не выдержала, я распаковала. Посмотрите, что там. Так, смотрите, вот этот бренд. И на удивление очки в порядке. Сейчас я их достану, надену. Просто, ну, я в шоке. Где вероятность, что вот на вот этот вот конвертик не поставили бы какой-нибудь тяжелый, я не знаю, телевизор или что там еще с Амазона могут тяжелые заказать? Мне кажется, что мне идут эти очки. Я мерила похожие модели, но они были даже больше. То есть это прям реально лучше даже того, что я мерила физически в магазине. В офлайн, так сказать. Единственное, что мне так непривычно, у меня же вот такие очки были всегда. Очень уже давно я хожу в таких, ну, как минимум, да, Ray-Ban у меня такие классические. То есть вот такие узкие очки, мне кажется, я вообще никогда не носила. И мне непривычно, потому что все равно я вижу вокруг солнца. Это мне непривычно. Меня все пропускают, я иду с камерой. Всем, наверное, просто любопытно посмотреть. И меня все пропускают. У меня препод по испанскому. Он говорит, что у него есть, кстати, канал на YouTube. Он выкладывал туда обучающие ролики. Мы так его и нашли. Точнее, Денис его нашел. Я даже не очень хотела к нему идти заниматься. Я такая думаю, что у меня это какой-то репетитор. Я же уже на интенсив ходила. Но на самом деле очень сильно продвинулась в нем. С ним именно в разговорной речи. Блин, ну не избежать этих мусорок я не могу. Я не могу их избежать. Они просто реально через каждые 2 дома, друзья. Поэтому, Ульяшка, если смотришь, ну я ничего не могу сделать. Надо писать письмо, что блогерам тут, знаете ли, не развиться в этих вот городках в Испании, чтобы убрали отовсюду мусорки. Я, конечно, шучу. Это очень удобно. Ой, что до них идти далеко не надо. Так вот, что я говорила? Про своего препода, да. И очень я продвинулась именно в разговорной речи.
с ним, потому что 40 минут от занятия мы просто с ним болтаем. Вот как течет разговор, как дела. То есть он не придумывает какую-то тему изначально, да, что вот мы это будем обсуждать, там, не знаю, окружающую среду или еще какую-нибудь фигню не нужно. Он прям реально обсуждает со мной мою жизнь. Бедняга, со мной вообще трудно, я не особо разговорчивый человек. Вот. Ну, у него получается, он молодец. Я им горжусь. Так вот, он мне говорит, что он бы хотел больше уйти в лайфстайл на своем канале, потому что он его бросил. Но ему, можно перевести, что это стыдно, что ему стыдно, он не может это преодолеть и снимать вот лайфстайл. Потому что тут, правда, в Испании ты достаешь телефон, и просто все на тебя смотрят, как будто ты с бригадой приехал фильм снимать. Ну, то есть у нас тоже могут, когда фильм снимают, там что-то огораживают, могут люди останавливаться, смотреть, особенно если там какие-то знаменитости. Нет, тут кто бы не достал камеру, все внимание, просто машины останавливаются, люди на тебя голову сворачивают. Надо иметь какую-то такую закалку, да. Я ее имею, да, я понимаю, что человек, который никогда не снимался, достает камеру сам себя снимать первый раз на улице. И я думаю, что его это внимание очень может смущать. Особенно если он в этом районе жил всю жизнь, и его там многие знают, то, наверное, еще больше. Мне это вообще все равно. Ой, все, друзья, я побежала, я могу опоздать. А тихо весь корм съела, свои консервы. Так, не говорите мне, что мой магазин закрыт. Кстати, смотрите, после потопа, вот видите, еще осталось то, что не восстановлено. Иногда идешь, и все-таки есть такие места, которые не восстановлены. Прям там, не знаю, лифт стоит, открыта дверь в шахту, и видно, что он сломан. Так, ну где мой магазин-то? Где мой магазин? Я не могу его найти. Вот. Вот мой магазин. Все, пойдемте, друзья. Такой корм вообще мы покупаем и после 12 лет, но не во всех магазинах его можно найти. Придется вот такой ей давать. Несколько дней, даже не несколько, я думаю, сегодня и завтра, может быть, полдня. Потом я куплю ее корм, за ним надо специально ехать. Макс такой корм ест. Посмотрите, какие уже засохшие пальмы. И это только начало июля. Я думаю, к концу июля они просто вообще ни одного зеленого листочка не оставят от себя. Так жалко природу, это невыносимое солнце. Ой. У нас, кстати, был 2 дня назад ночью дождик. Просто вы не представляете, какое счастье. Обожаю летний дождь. Жалко, что он был только ночью. Не получилось погулять под дождем. А я бы погуляла, да. Кстати, друзья мои, подписывайтесь-ка вы на мой телеграм. Там я все рассказываю оперативно, показываю про дождь, про солнце, про жизнь в Испании. Ой, господи, по-моему, не ту улицу я выбрала. Тут вообще нет тени практически. Очень тут тяжело. И вот, кстати, я все эти годы, что тут жила, боялась носить футболки летом. Мне реально казалось, что если я иду в майке, то мне будет намного прохладней. Совершенно не так. Да, конечно, мне не стало прохладнее футболки, но мне точно так же. Не знаю, как это работает. Футболка чистая из хлопка, может, поэтому она такая комфортная. Еще, наверное, от солнца частично закрывает. Я только в этом году уже, когда не выдержала, я стала читать, как вообще спастись от жары, как себя вести, потому что, конечно, люди, которые всю жизнь живут в жаре, что-то делают, да, они как-то предпринимают меры. Как вот я жила в минус 50, я понимала там, когда нельзя выходить на улицу. Если выходить, то как надо одеваться, как не надо ни в коем случае. Сколько вообще времени можно на улице провести в эту температуру, чтобы изначально планировать
куда я вообще могу добраться по улице, да, это время. Иногда просто я понимаю, что если не на машине, то нельзя выходить из дома. Даже 10 минут ты не пройдешь. Господи, ну здесь точно так же на самом-то деле. Кстати, по поводу ароматов. Он сейчас сидит очень близко к телу. Он как такая кремовая, туберозная дымка. Немножечко я чувствую в нем даже как будто пудровости. Есть нотка фруктовости, но это такая фирменная нотка туберозы. Знаете, кому-то клубника, кому-то виноград. Да, можно при полете фантазии найти тут и банан. Можно, если очень постараться. Но, в принципе, нет. Когда я искала туберозу с бананом, я себе это представляла по-другому. Но я не разочарована. Мне аромат нравится. Я считаю, что для любителей тубероз, что L'Intre de Rouge, что Because I'm Free отличный вариант. Я не выдержала. Пошла, потестировала L'Intre de Rouge вместе с Because I'm Free. Параллельно теперь их ношу. И знаете, разница есть. Есть. В L'Intre de Rouge в базе есть пачули и ветивер. Ну, если не называть эти громкие слова, то база у него какая-то более терпкая, более такая густая и тяжелая. Вот. У Because I'm Free база полегче, там как будто бы она свежее, вот я бы так сказала. Поэтому, возможно, Because I'm Free я носила в жару, и мне было нормально. Про L'Intre de Rouge я не уверена, что этот фокус с ним бы прошел. Поэтому я рада, что у меня есть именно Because I'm Free. Я ориентировалась на отзывы, и они оказались довольно-таки объективными, потому что L'Intre de Rouge я не могла носить даже в холод. Наверное, в жару он бы смягчился. Да, он смягчается в жару, но база у него все равно довольно тяжелая. Вот такой мой вывод. Я думаю, что в шлейфе эти ароматы можно даже перепутать, особенно если в холодную погоду, если на холодной коже они не откроются до нюансов, возможно, их вообще можно перепутать в шлейфе. Они правда похожи. Особенно, вот у меня тут есть блоттер и Because I'm Free я нанесла на салфетку. Они здесь очень похожи. То есть те нюансы, которые я почувствовала на коже, на блоттере даже не открываются. Вот такая вот история. Думайте сами. Вслепую я никогда не рекомендую ничего покупать. Но если вам нравится L'Intre de Rouge и вам было тяжело в нем, да, вам хотелось его немножко облегчить, но вот эта такая кремовая, виноградно-земляничная тубероза, фруктовая вас привлекает, то, возможно, этот аромат вам очень бы даже понравился. Ой, парк. Пойдем через парк. Парк, в котором практически нет тени. Я считаю, что этот парк не выполняет свои функции, но хотя бы здесь есть ветер, потому что, он, видите, на таком открытом пространстве ветерок тут имеется. И сейчас, друзья мои, я вам покажу свой лук. Сейчас, где бы выбрать местечко? И давайте дальше пройдем, и я вам покажу. Это походная сумка в магазин за продуктами по делам. Все там. Там, кстати, есть и маленькая сумочка. Сейчас я вам покажу ее за всеми продуктами. Вот. Если бы я не шла за продуктами, то, конечно, я бы шла вот с такой вот маленькой сумочкой. Вот. Должна признаться, что, как и положено, новая обувь мне, конечно же, натерла. Куда без этого. Но в целом она очень удобная. Мне, честно говоря, натирает абсолютно все, хоть домашние тапочки. Ну, это я утрирую, не каждый, но есть даже тапочки домашние, которые мне натирали. Не знаю, зачем людей делают из такого тонкого материала на ногах. Есть вопросики к тем, кто сконструировал модель вот эту вот. Я бы у них спросила, в чем прикол. Ну вот, в общем, друзья мои, вот такой вот у меня лучок. Я покажу вам, как выглядят поближе очки. Вот такой вот у него футляр. Вот так вот он. Просто надавливаете и открывается так. Другой стороной. Угу. Я хотела
черные очки с черной оправой. Вот так вот они выглядят. И я вам напишу, наверное, дам ссылку или напишу размеры. На меня вот именно такие сели. Вот здесь, смотрите, здесь есть размеры. Вот, смотрите, видите, 51, 17, 140. Вот размеры этих очков. У меня лицо овальной формы, небольшое, и мне вот такая модель, такие размеры идеально подходят. Как я уже говорила, они даже лучше сели, чем те, которые я мерила в магазине, потому что они еще меньше. Так, давайте мы их откроем. Думаю, вы уже видели. Les Specs. Ну, в целом, мне все нравится. Я говорю, я мерила очки этого бренда в магазине, я примерно представляла, чего мне ждать. Они очень легкие, кстати. Здесь вот еще написано вот название модели. Это какой-то артикул, наверное, модели. Цвет черный. Я помню, что там еще были в других цветах эти очки, оправы и линзы. Вот такой получился влог. Обязательно подпишитесь на этот канал, обязательно поставьте лайк на мой телеграм-канал Victoria Day Life, подписывайтесь. И, конечно же, жду вас в комментариях, все обсудим. Всех целую, обнимаю, обязательно будьте счастливы. Всем пока-пока!